Изумительная волшебная закуска или самостоятельное блюдо, гарнир из кабачков с помидорами и болгарским перцем. Друзья, за такие видосики обязательно прямо сейчас подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комменты и не забываем нажать на колокольчик. Смотрим. Всем привет, друзья, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Как вы, наверное, уже помните, многие из вас, в прошлом году я показывал огромное количество вариантов, что вообще можно сделать из кабачков. Это мой один из любимейших овощей. Меня тогда, кстати, прозвали еще пан кабачок, может быть, помните. Не пан тыква. Да, ну потому что я показал кучу вариантов вообще. Но да, сейчас как раз начался сезон. Спасибо, Андрей, за поддержку. Начался сезон кабачков. И ловите еще в свою копилку один вариант. Это будет закуска из кабачков. Вот такая вот шикарная просто штуковина. Очень легко готовится. Поехали. У нас здесь два свежих кабачка, таких среднего размера. Также лук зеленый, лимон. Нам понадобится половина лимона. Болгарский перец обязательно. Мука. Масло, лучше всего оливковое взять. 2 помидорки. Естественно, соль и перец. Это уже необходимо. Вообще, изначально в этом рецепте идет щавель, но его сейчас физически просто нет. Нам негде в Сибири взять щавель, даже, Андрюх, конечно, не растет. Щавель, да. И мне интересно, вот чем бы вы заменили. Я добавляю... Сейчас не растет. Да, сейчас еще рано, так-то он у нас есть. Колбой как вариант, да, некоторые заменяют. Мне нравится. Тоже только пошла. Сейчас еще, да, сейчас еще мало этого всего очень. И все-таки лучше колбы это лимончик. Он дает тот эффект, витамин С очень полезный, именно кислинка, та похожая на щавель, это лимон. Даже, Андрюх, как ты считаешь? Правильно, конечно, лимон это самое увлекательное. Напишите обязательно, мне просто интересно, чтобы расширить, да, нашу эрудицию, что бы вы добавили в данном случае, да? Мне просто интересно, я попробую ваш вариант. Пишите. Да, обязательно комменты. Сейчас вот нам понадобится сначала взять кабачок, это первое наше действие, с чего мы начинаем наш рецепт, и сделать вот следующим образом поступить. Отрубаем хвостики, здесь вот эти концы тоже. И нарезаем на кольца. Обратите внимание, ребят, друзья, если кабачок свежий, не обязательно шкуру убирать, удалять, потому что она полезная, согласись, да, Андрюх? То есть в ней тоже... Очень много пользы, кстати, в шкуре. Да, много витамин, поэтому не обязательно. И если молодой, если старый, то лучше удалить шкуру. И нарезаем вот на такие вот полукольца. Все очень просто. Дорезали кабачок, разобрались с ним. Сейчас помещаем его в удобную емкость. Солим по вкусу. Здесь у каждого свои предпочтения. Обязательно солим. Вот так вот перемешиваем их. И перчик горошком желательно. Тоже по вкусу. Хорошенько размешиваем, чтобы соль распределилась. Далее у нас здесь мука. Понадобится в качестве панировки 2 столовые ложки, с небольшой горочкой будет достаточно. Не теряем время, все делаем оперативно, поэтому включаем плитку. Мы будем все готовить, друзья, обязательно на оливковом масле. Оно очень ароматное и добавит свою изюминку. То есть у нас сейчас надо, чтобы оно раскалилось. Масло накалилось в сковородке, сейчас обваливаем каждый кусочек, панируем его вот так вот хорошенько, прямо в муке, и размещаем на дно сковороды, прямо в раскаленное масло, вот так вот, раз. Небольшое расстояние между ними оставляем. Нам нужно их поджарить до золотистой корочки с каждой стороны. Как только они дошли до нужной кондиции, переворачиваем. Обратите внимание, друзья, вот до такой кондиции примерно. Ага, красивый, красивенький такой, да, загорелый. И переворачиваем. Сейчас самое время. Обязательно следим, чтобы не упустить. Итак, у нас дожаривается, доходит последняя партия кабачков. Мы не теряем время, нарезаем оставшиеся овощи. Начнем с перчика. Режем произвольно. Вы обратили внимание, да, что я его вычистил. Все внутренности, все лишнее убрал. Вот он такие вот кусочки. И эти кусочки разворачиваем тоже. Типа как на кубики. Все очень просто. С перчиком разобрались. Примерно аналогичные кусочки на аналогичные нарезаем. Как вы, наверное, догадались, помидор. У меня, кстати, Андрюха на день рождения ел. Помнишь, Андрюх? Он просто в шоке был от этого рецепта. Поэтому мы посовещались и вместе решили поделиться с вами. То есть вот на такие кусочки произвольные нарезаем. Это норм. И далее нам надо будет нарезать. У нас здесь уже лежит, естественно, лук. Так.
Разобрались с помидором. Сейчас все это дело отправляем в то же самое масло. Кстати, при необходимости можно его добавить. Оливковое. С оливковым ароматнее, да? Вкуснее. Конечно. Аккуратненько все скидываем сюда. И помидор, и перчик. В принципе, для контраста можете перец взять зеленый. У нас не было, мы взяли такой. Вот так вот. И на этой же доске мы даже, обратите внимание, что никуда далеко не отбегаем. Кладем ее сюда. И здесь же нарезаем лук, чтобы быстренько его отправить туда же. Вот такими крупными кусками прям отправляем лучок сюда. Тушим минут 5 все это вместе, помешивая. Минуток 5-7 тушим под закрытой крышкой на медленном огне. И сейчас самое время добавить лимонную кислоту. То есть свежий лимончик выдавливаем. Как я сказал, лимончик он даст кислинку. Прям выжимаем, если зернышки падают, ничего страшного абсолютно нет. Вот так вот. Всю дурь из него. Конкретно. В общем, дожали лимон. У нас тут одна тряпка от него осталась. Выбрасываем, помешиваем и минутки 3. Опять же, на медленном огне это все дело тушится. И именно под закрытой крышкой. Это очень важно. Ждем 3 минуты. И самое время будет добавлять кабачок. Снимаем крышку, добавляем кабачок весь сюда, обязательно размешиваем его, надо еще потушить вот вместе с этим совсем. Смотрите, какая красота, запах просто необыкновенный стоит на всю квартиру, во всю кухню. Сильно мешать и теребить лопаткой мы не будем. Так, распределили равномерно, сейчас накрываем крышкой. И даем потушиться минут 5 на медленном огне. Наконец-то, друзья, самый долгожданный момент — дегустация. Посмотрите, какая красота получилась. И все это за короткое время и очень просто, вы видели, да, техники никакой особой не нужно. Добавляем, кстати, по вкусу кунжутика. Он и для вида, и для красоты, для эстетики, для вкуса. И при необходимости, конечно же, соль и перец в конце. То есть смотрим на соль, пробуем, если не хватает, каждому по предпочтениям. Очень нежненькая закуска. Сытная. Закуска это просто Помнишь, шикарно. да, невероятно на днюхе я сделал? Она шикарная, то есть она именно Хоть как закуску, хоть как гарнир, самостоятельный да, гарнир к мясу. Да. Вот такая вот штука. Очень вкусно. Да и как закусон. Да, как закусон, кстати. Конкретно себя чувствуешь бодряком и полезное, самое главное. Овощи, они всегда полезны. Друзья, с вами был Олег Лейман на канале «Найди свой рецепт». Прямо сейчас, кто не подписался, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комменты. Не забываем нажимать на колокольчик. Всем пока.